Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Вот такое интересное, веселенькое секционное окрашивание. И с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть, не только ту, которую показываю я. Узорчики все универсальные, подходят под любую пряжу. Я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня я. Итак, смотрите, называются они Папатья, Батик. Идем дальше. Цвет номер 14. На камеру передаются точно такие же оттенки, точно такие же цвета. Дальше идем. Это получается стопроцентный акрил. В моточке в 100 граммах находится 360 метров. И нам советует производитель. Берите крючок, спицы 3,5-4 миллиметра. Данную пряжу, конечно, хорошо вязать спицами. То есть вы просто вяжете лицевую гладь, и узорчик сам ложится в зависимости от того, как меняется цвет. Очень красиво. Но нам крючковязом тоже хочется попробовать данные ниточки. Но сегодня я буду пробовать данные ниточки вот таким вот интересным длинным крючком. Он называется тунисский крючок, и возьму я его номер 3,5. Угу. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбирайте крючок под свою пряжу, под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт узорчика равняется 3 петельки. Я давайте наберу 30 воздушных петелек. И получается 2 петельки наберу с одного краешка, для того, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Ну, вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, напоминаю, что тунисский крючок мы держим как спицу, иначе просто будет неудобно. А все остальное то же самое. Для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот, мой будущий образец. Далее, смотрите, вот у меня петелька на крючке. Так, я отсчитываю, получается, от петельки на крючке вторую петельку. Раз, два. Ныряю вот в эту вторую петельку крючком. Оп, вытягиваю ниточку и держу на крючке. В следующую петельку цепочки также нырнула, вытянула ниточку, держу на крючке. И вот таким вот образом я шагаю в каждую петельку цепочки и провязываю, вот так вот, да, набираю, вернее, петельки на свой крючок. Все, ничего сложного, вообще ничего сложного. Единственное, что сами себя контролируйте. Количество петелек на крючке должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть в моем случае у меня должно получиться 32 петельки на крючке. Поняли, да? Вот. Вот такая красота. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы набрали все петельки на крючок. Теперь наша задача вернуться на начало ряда. Как мы это делаем? Смотрите, берем поудобнее, да, как нам ближе, дальше. Беремся за крючок. И смотрите, вначале мы захватываем ниточку, провязываем одну петельку. Захватываем ниточку, провязываем 2 петельки. Дальше идем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и так далее. Идем к началу ряда, возвращаемся. По ходу у нас получается, смотрите, вот такая интересная, я называю гусеничка. Видите, вертикальные капельки, все ровненько, аккуратненько. Давайте самостоятельно до начала ряда, и в начале ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали практически до начала нашего ряда. Вот такая вот интересная гусеничка. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. Точно так же мы провязываем 2 петельки вместе. Все, оп, наш ряд закончен. Далее смотрите, что мы делаем. Вот наша капелька стоит, передняя стенка. Беремся за переднюю стенку, вот таким вот образом. Раз, и вытянули ниточку. Все, идем дальше. Получается, вот между капельками находится вот такое окошко. Проваливаемся в окошко, вытягиваем ниточку, так, накид, опять сюда же в это же окошко проваливаемся, вытягиваем ниточку. Есть. Далее капельку пропускаем, опять следующее окошко, нырнули, вытянули ниточку, накид, опять нырнули, вытянули ниточку. То есть у нас получается из наших окошечек выходит по 3 петельки. Поняли, да? 3 петельки, 3 петельки.
Далее шагаем по капелькам. 2 капельки беремся за переднюю стенку. Раз капелька, взялись за переднюю стенку, вытянули ниточку. 2 капелька, взялись за переднюю стенку, вытянули ниточку. Как только 2 капельки вот так вот взяли, опять ныряем в окошко. Тут же. Раз, нырнули, накид, еще раз нырнули. Капельку пропускаем в следующее окошко. Раз, насквозь нырнули, вытянули ниточку, накид, еще раз нырнули. Понятно? Как только мы набрали наши петельки из 2 окошечек, опять 2 капельки стоят, мы провязываем капельки. За переднюю стенку. Раз, за переднюю стенку 2. Понятно, да? Раз, 2, 2 капельки, 2 окошка. 2 капельки, 2 окошка. Раз, накид сюда же 2. Следующее окошко. Нырнули, накид, сюда же нырнули. И опять 2 капельки. Не сложно, не запутайтесь. Если что, перематывайте назад, поймете принцип, дальше будет очень-очень легко. Конечно, на крючке у вас появится много-много-много петелек, но не страшно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы набрали на наш крючок много-много-много петелек. Гляньте, какая куча, да? Сейчас будем разбираться с этой кучей. Для начала мы заканчиваем ряд. Вот наши окошечки мы набрали по 3 петельки. Дальше первая капелька, взяли за переднюю стенку. И вторая капелька, но мы ее провязываем, смотрите как. Берем вот так вот насквозь. Оп. Вытягиваем ниточку. Оп, все, наш ряд закончен. Теперь беремся поудобнее. Вначале провязываем 1 петельку, возвращаемся на начало ряда. 2 петельки. А теперь мы должны будем провязать вот 3 петельки с одного окошечка, 3 петельки с другого окошечка вместе за один раз. Угу. Поэтому будьте внимательны. Итак, взяли ниточку, провязали первую, получается, петельку, которая была на крючке, а потом 6 петелек из наших 2 окошечек. Аккуратненько дошли до наших капелек. Вот видите, вот наши 2 капельки. Раз, 2. Наши 6 петелек мы взяли в 1 петельку. Дальше идем. Опять 2 петельки, 2 петельки. Теперь 6 петелек. Поняли, да? Вот 6 петелек вот из 2 окошечек. Берем их вместе, провязываем. Взяли ниточку и аккуратненько сами за собой следим. Есть. Опять 2 петельки, 2 петельки, 6 петелек. Взяли и аккуратненько, не торопясь. Все четко, ровно. Опять 2 петельки, 2 петельки, 6. Угу. Вот. И вот таким вот образом шагаем до начала ряда. У нас по итогу должна получаться вот такая вот потихонечку красота. То есть такие вот пышные столбики и 2 капельки. Пышные столбики, 2 капельки. Пышные столбики, 2 капельки. Угу. Все, давайте до начала ряда самостоятельно, а в начале ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы дошли до начала ряда. Вот наши пышные столбики с нашими капельками готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же последние 2 петельки провязываем оп, вместе 1 петелькой. Далее смотрите, что мы делаем. Следующий ряд. Вот наша первая капелька, да, вот эта капелька, которая на крючке. Следующая капелька. Беремся за переднюю стенку. Раз, и вытянули ниточку. А теперь будьте внимательны. Сразу же за капелькой перед пышным столбиком. Вот. Ныряем. Раз. Накид. Сюда же опять нырнули. 2. То есть мы делаем точно так же в окошечко 3 петельки. Потом смотрите внимательно. Перепрыгиваем все наши пышные столбики в следующее окошко. Понятно? Опять нырнули. Вытянули ниточку. Накид. Сюда же опять нырнули в окошко. Вытянули ниточку. Понятно? Дальше идут 2 капельки. Точно так же. Первую капельку за переднюю стенку взяли. Вторую капельку за переднюю стенку взяли. Окошечко между капелькой и между пышным столбиком. Нырнули в окошечко. Раз. Накид. Сюда же 2. Перепрыгиваем наши пышные столбики. Вот следующее окошко. Нырнули. Раз. Накид. Сюда же 2. Понятно? То есть, если внимательно посмотрите, то мы повторяем самый первый ряд. Ну, с небольшими особенностями, а так все то же самое. Капелька, капелька, окошко, накид. И сюда же окошко. Перешагнули. Окошко, накид, окошко. Капелька,
капелька. Поняли? Все. Повторяем самый первый ряд. Давайте. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Несложно? У вас получится. Так, смотрите, вот мы опять набрали, получается, наши петельки. Тут как бы уже немножечко видно, да, разграничение, где у нас по два окошечка стоят. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. И смотрите, тут получается, как мы с вами будем заканчивать. Точно так же, как в предыдущем ряду. Мы провязали одно окошечко, вот оно, видите, одну капельку. И получается, последнюю капельку мы провязываем вот так вот насквозь. Вот так вот беремся, да? И вытягиваем ниточку. Все, ряд наш закончен. Обратно возвращаемся точно так же. В начале одна петелька, затем 2 петельки. А теперь 6 петелек. Видите, их четко теперь видно. 3, 3. Теперь мы должны их провязать вместе. Аккуратненько берем крючком первую петельку, а потом 6 петелек, в начале 3 петельки и следующие 3 петельки. Поняли, да? Вот. Опять идут 2 капельки по 2. 2, 2. Следующие идут 6. 3 петельки от одного окошка и 3 от другого. Раз, взялись ниточкой, провязали первую петельку, потом 3 и еще 3. Угу. Опять 2 капельки по 2. 2, 2. Далее 3 и сразу же 6. 2, 2. 3 и сразу же 6. Поняли, да? Принцип понятен? Я думаю, что понятен. Все, и у вас получаются вот такие вот интересные, как бы, ну, пышные столбики, перевернутые, так скажем, наоборот, да? Смотрят вниз. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаю. Так, опять мы вернулись к началу ряда. Вот наши пышные столбики, видите, да? Интересно так получаются они. Вот такие вот, как колосочки, смотрят вниз. Заканчиваем мы ряд точно так же. 2 последние петельки провязали вместе. И дальше все опять то же самое. То есть вот наша первая капелька, вот наша вторая капелька. Потом идет у нас окошко. Нырнули в окошко, вытянули ниточку, накид, опять в окошко. Перешагнули. Вот наш колосочек, да, который смотрит вниз. Опять следующее окошко. Нырнули, вытянули, накид, еще раз нырнули, вытянули. 2 капельки. Раз, 2. Все, и опять окошко, нырнули, накид, опять нырнули. Перешагнули колосочки наши, окошко нырнули, накид, нырнули. 2 капельки. Я думаю, что уже принцип понятен, то есть вы уже не запутаетесь. Так? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Обратно возвращаетесь, поняли, да? Получается, капельки провязывайте по 2, а там, где у нас окошечки, 6 петелек, провязывайте их все вместе. Несложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Давайте увеличим образец, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что получится очень даже шикарно. Ну, естественно, я хочу посмотреть, как будет меняться цвет ниточек. Люблю этот процесс. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Вот такие вот колосочки, веселенькие, да. Цветовая палитра располагает к детским вещам, но не обязательно таким же цветом, да. Можно и одноцветным, можно темненьким, то есть каким угодно. Это может быть взрослая вещь, шарфик, снудик, кардиганчик, кофточка. А в такой палитре это будут обязательно детские комплектики, да. Может быть пальтишки, шарфики, шапочки однозначно. Изнаночка. Ровненько, видите? На лицевой стороне видно выпуклые вот такие вот, получается, колосочки, косички. Смотрите, получается, от оранжевого цвета идет к бледно-оранжевому, потом такой вот нежно-желто-салатовый такой, да, и обратно возвращается, и потом будет переходить, вон, видите, фиолетовый цвет, а потом обратно будет возвращаться. Но на этом я решила остановиться. Принцип узорчика понятен. Узорчик вот так вот тянется, ну, практически не тянется, да, и вот так вот тоже практически не тянется. Все ровненько, все аккуратненько, красиво. Ну, естественно же, очень быстро. То есть вяжется прям на ура. Быстро-быстро. Такой пухленький, толстенький. Видите, какой классный. Давайте замерим. Итак, я набирала, получается, сегодня 30 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, ну, допустим, да, это же плотность вязания, то в моем случае, смотрите, аж 21 сантиметр. Здорово. А тут получается у нас одна вот такая вот косичка, да, это получается один ряд тунисский. Тунисский ряд это получится туда и обратно. Итак, раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И уже начала 14, поэтому замерю вместе с крючком. Это, смотрите, 12 сантиметров, 14 рядов тунисских, да, получается, если в нашем случае обычных, это надо умножить на 2. Шикарно, как вам? Мне кажется, шикарно. В копилочку ваших узорчиков. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Нам будет интересно, да? Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.